Когда оператор Мария начала свою рабочую смену во вторник утром, она была готова к работе и предельно сконцентрирована. Вскоре она вставила наушники в уши и нажала кнопку включения компьютера, медленно попивая кофе. В офисе было тихо, когда она начала работать, и ничего не предвещало беды. Минус 911, в чем ваша экстренная ситуация? Она ожидала ответ, но в трубке было тихо. Было чуть больше, чем 8 утра. Телефонные хулиганы обычно звонили в это время. Женщине не хватало терпения терять время на эти звонки. Это 911, есть кто на линии? Но никто не отвечал. В этот момент она неожиданно услышала какой-то голос, и ее сердце застыло. «Мама?» — спросила маленькая девочка. Тревожный сигнал прозвучал в голове Марии. Почему девочка стала просить бы помощи? «Ты можешь дать трубку кому-нибудь?» — спросила она. «Твои мама или папа рядом?» Вскоре она услышала лай собак на заднем фоне. «Привет, рядом есть мама или папа?» — повторила Мария. Ответ девочки пробрал женщину до мурашек. «Нет». Сердце Марии сжалось. Она едва могла понимать эту девочку, которая, скорее всего, также не понимала ее. «Позови родителей, скажи им, что кто-то хочет с ними поговорить по телефону, хорошо?» Вдруг послышался странный шум и голос девочки. «Моя мама вышла». Мария продолжила задавать вопросы, но полученные ответы были бессмысленными. Но тогда как она могла помочь этой девочке? «Можешь оставаться на линии и говорить со мной?» Пальцы Марии быстро застучали по клавиатуре. Она нетерпеливо пыталась найти, откуда звонит маленькая девочка. Но ей нужно было удержать звонок. «Это твоего щенка я слышу?» Лай с каждой минутой все громче слышался по телефону. «Как тебя зовут? Сколько тебе лет?» Вскоре наступило молчание. «Ты еще здесь?» Но звонок прервался. Однако Мария уже успела вычислить местоположение звонящего, куда она и отправила немедленно группу полицейских. Когда они прибыли, то сразу попытались войти в дом, но это заняло некоторое время. Дом зарос грязью, внутри было 3 собаки, одна из которых вела себя агрессивно. «Где же девочка?» – спрашивали они себя. Вскоре малышка нашлась в углу, рядом со своим годовалым братом. Дети выглядели усталыми и голодными. Офицер полиции проверил холодильник, но не нашел там ничего. Тогда они заметили еще что-то более ужасное. В зале был стол полный мусора, и на нем лежал пистолет. Девочка схватила его, полицейские едва успели забрать у нее оружие, когда она направила пистолет в воздух. При этом ребенок смеялся. Когда они получили пистолет, то выяснили, что она был в полностью рабочем состоянии. Полиция позвонила в департамент помощи детям и семьям, чтобы те увезли детей из этих ужасных условий. Теперь им нужно было найти мать. Потребовалось 2 часа, чтобы установить ее нахождение. 26-летняя мать заявила, что ушла из дома только на 5 минут. Она сказала полицейским, что вышла выпить кофе с одним другом, пока дети спали. Но после того, как одна соседка сказала полиции, что она уехала в 7 часов 30 минут утра, женщину немедленно задержали и обвинили в жестоком обращении с детьми. Залог за ее освобождение составил $5000. Но так как женщина заплатила этот штраф, сейчас она уже у себя дома со своими 3 собаками. Социальные службы не верят ей, что она сможет защищать и содержать детей. Полицейские, которые побывали в доме, описали его как одно из самых ужасных мест, где им пришлось побывать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Что вы думаете об этой истории, пожалуйста, напишите мне свое мнение по этому поводу в комментариях.